Одно годичное кольцо японского кедра содержит на 1,2% больше радиоуглерода, чем соседние. Это примерно в 20 раз выше обычного годового разброса. Такое же кольцо потом нашли в дубах Германии, в сибирской лиственнице, в соснах Соединенных Штатов Америки и в деревьях Новой Зеландии. Год везде один и тот же – 775. По планете прошел удар, который отпечатался в древесине сразу в двух полушариях. Что именно ударило, спорят до сих пор. И есть вопрос еще интереснее. Если такое повторится, узнаем ли мы об этом заранее? Ответ на него я держу до конца, потому что он оказался совсем не тем, который я ожидал найти. Фуса Мияки в 2012 году делала диссертацию в университете Нагои. Работа была рутинная – измерить радиоуглерод в кольцах старого кедра год за годом, чтобы уточнить, как менялась солнечная активность. Спил был от дерева возрастом около 1900 лет. На участке, соответствующем 8 веку, прибор дал скачок, который не лез ни в какие рамки. Первое, о чем думает любой нормальный исследователь в такой момент, это ошибка измерения. Взяли второй кедр из другого места. Тот же скачок в том же году. Работа вышла в журнале Nature, и за нее взялись другие группы. Немецкие дубы, деревья Финляндии, американские сосны, кедр из Новой Зеландии. Везде та же ступенька. Ледяные керны Антарктиды показали синхронный всплеск бериллия, гренландские добавили хлор. 3 независимых изотопа, оба полушария, 1 календарный год. Событие было глобальным и очень коротким. Радиоуглерод рождается высоко над нами. Частица высокой энергии врезается в атмосферу, выбивает нейтрон. Нейтрон попадает в ядро азота, и получается углерод с массой 14. Обычно это происходит с более или менее ровной скоростью. Галактические лучи сыплются на планету постоянно. Чтобы поднять годовой уровень в 20 раз, нужен поток, которого приборы за всю историю наблюдений ни разу не видели. Остальное происходит медленно и скучно. Новый углерод окисляется, становится обычным углекислым газом, за несколько месяцев опускается вниз и попадает в дерево вместе с воздухом. Метка в кольце – это не сам удар, а его отпечаток с задержкой. Расчеты по модели углеродного цикла указывают на весну 774 года с погрешностью около полугода. Резкость этой метки оказалась таким подарком, что из нее сделали инструмент. В 993 году случился второй похожий всплеск, слабее первого примерно на 40%. В 2021 Марго Кёйтемс и Михаэль Дее из университета Гронингена взяли обрезки древесины из нормандского слоя на севере Ньюфаундленда в поселении Ланс-о-Медоуз. Обрезки лежали в морозильном складе с 60-х годов. Копавшие тогда археологи рассудили, что когда-нибудь появятся методы получше. В 3 кусках дерева нашли кольцо 993 года. Отсчитали кольца наружу до самой коры и получили год, когда эти деревья свалили. 1021. Не примерно на рубеже тысячелетия, а конкретная календарная дата присутствия европейцев в Америке. Вспышка на звезде за 150 миллионов километров стала самыми точными часами в археологии. Сейчас те же метки ищут в древесине Египта и Анатолии, чтобы наконец прибить к календарю хронологии, которые 100 лет плавали в пределах десятилетий. Теперь про то, что именно ударило. Самая обаятельная версия появилась почти сразу и держится в популярных текстах до сих пор. Джонатан Аллен, студент-биохимик из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, послушал подкаст Nature про находку Мияки и полез в оцифрованную англосаксонскую хронику. Под 774 годом там стоит запись про красное распятие, появившееся в небесах после заката. Совпадение выглядело идеально. Планета получает дозу космических частиц, а очевидцы видят зарево на небе. Райнер и Далия Нойхойзеры разобрали эту запись вместе с 2 другими сообщениями тех лет из франкских анналов. Их вывод неудобный. Все 3 описания лучше объясняются оптическим гало.
Вертикальный световой столб и горизонтальная дуга дают в небе ровный крест, и такое видно в морозном воздухе без всякой космической радиации. Вдобавок, 2 записи из 3 по датировке ложатся на 776 год. Самая цитируемая улика оказалась самой слабой. С событием 993 года ситуация обратная. Красное небо той зимой независимо описали в Корее, Германии и Ирландии. И вместе эти 3 свидетельства держатся крепко. Записей мало еще, и потому что замечать было почти нечего. Атмосфера над головой – это примерно 10 тонн вещества на каждый квадратный метр, и она съедает поток частиц почти целиком. На Земле в 774-м добавка к обычному фону оказалась мизерной. Никакой массовой болезни за этим не последовало, урожай никуда не делся. Металла в проводах, чтобы поймать наведенный ток, тогда просто не существовало. 8 век получил тот же удар, что получили бы мы, и не заметил его вообще. Единственным прибором, который все записал, оказалось дерево, потому что оно каждый год честно закатывает состав воздуха в новый слой древесины и больше его не трогает. Сверхновая отпала по 2 причинам. Взрыв достаточно близкий, чтобы так засыпать атмосферу, оставил бы остаток, который мы бы сейчас видели в телескоп. И остатка нужного возраста поблизости нет. Второе возражение сильнее. У сверхновой и у всплеска гамма-излучения другой энергетический спектр, а значит другое соотношение произведенных изотопов. Углерод, бериллий и хлор в найденных пропорциях складываются в спектр солнечных протонов, и ни во что другое они не складываются. Отдельный аргумент дала арктическая древесина. Интенсивность метки зависит от широты ровно так, как должна зависеть, если частицы приходили вдоль магнитных линий Земли. Отдельно этот вывод подперли чужие звезды. Космический телескоп Кеплер несколько лет подряд смотрел на сотни тысяч звезд и поймал у спокойных солнцеподобных светил короткие вспышки, которые на порядке мощнее всего, что когда-либо выдавало наше Солнце на глазах у приборов. Раньше считалось, что звезда с таким медленным вращением на это не способна. Оказалось, способна, просто редко. Полностью версия про Солнце все же не закрыта, и мешает ей одна деталь. Вспышка на звезде длится часы. Ступенька в дереве обязана быть мгновенной. Группа Бенджамина Поупа из Квинслендского университета прогнала эти всплески через модель углеродного цикла и обнаружила, что часть из них поднимается не за 1 сезон, а больше года. События 664 года до нашей эры, которое в 2024 привязали к точной дате по лиственнице с Ямала и Алтая, набирает свои 12 промилле в течение 2 лет и делает это в 2 приема. Объяснений 2. Либо это была серия выбросов подряд, а не единичная супервспышка. Либо углеродный цикл растягивает сигнал сильнее, чем мы считаем, и тогда часть выводов о силе события придется пересчитывать заново. Подтвержденных событий такого класса сейчас 5, плюс несколько кандидатов, которые еще проверяют. 2 из них, 7176 и 5259 годов до нашей эры, вытащили из древесины только в 2022 и вытащили сразу по 3 изотопам одновременно. 12 тысяч лет истории, 5 отметок, примерно 1 на 1500 лет. С 11-летним циклом Солнца они не связаны никак, и это не общая фраза. Событие 7176 года до нашей эры пришлось на солнечный минимум, то есть на период, когда пятен мало и звезда считается спокойной. Ждать удара только на пике цикла бесполезно. На эту часть у меня ушло больше всего времени, и если такой способ разбираться в теме вам близок, оставайтесь до конца, развязка именно там. В апреле 2025 вышла работа, которая переставила верхнюю планку. Ксения Голубенко и Илья Усоскин из университета Оулу вместе с группой Эдуара Бара из Франции разобрали радиоуглеродный пик возрастом около 14 300 лет.
Материал взяли из полуископаемых стволов, которые вымыло из берега реки во французских Альпах. Сложность была в том, что тогда стоял ледниковый период. Другой уровень углекислого газа в воздухе, другая напряженность магнитного поля планеты, и прежние модели для таких условий просто не работали. Под это написали отдельную климатохимическую модель, проверили ее на хорошо изученном событии 775 года и только потом применили к древнему пику. Событие 12350 года до нашей эры оказалось сильнее события 775 примерно на 18%. Если сравнивать с тем, что видели приборы, картина другая. Самый мощный протонный шторм спутниковой эры, случившийся в 2005 году, слабее древнего более чем в 500 раз. Это первое такое событие, найденное за пределами Голоцена, и на сегодня это официальный худший сценарий. Здесь нужно развести два удара, которые в популярных пересказах обычно сваливают в один. Событие Каррингтона 1859 года – это магнитная буря. Плазменное облако врезалось в магнитосферу, наземные провода поймали наведенные токи, телеграфные линии заискрили. В изотопных архивах Каррингтон при этом почти не виден. У Соскин и Ковальцов прошли по годичным данным бериллия с 1400 года, и сильного протонного события под 1859 не нашли. События Мияки устроены зеркально. Древесина фиксирует чудовищный поток частиц, а какой при этом была магнитная буря, она не говорит вообще. Так что привычная формула Каррингтон на стероидах звучит эффектно и вводит в заблуждение. Это два разных снаряда из одного ствола, и прилететь они могут порознь. Со стороны частиц последствия считают довольно уверенно. Работа этого года по дозам от экстремальных протонных событий дает неприятную оценку. В открытом космосе доза от такого шторма выходит за порог детерминированных эффектов, то есть речь идет о состоянии, критическом для жизни экипажа. Для самых сильных событий острые эффекты возможны даже на высоте полета самолета на полярных маршрутах. Вторая линия последствий – это озон. Поток частиц выбивает в стратосфере окислы азота и гидроксильные радикалы, а они разрушают озон каталитически, то есть одна молекула работает по кругу много раз. Восстанавливается слой годами, и все это время ультрафиолета на поверхности больше обычного. Со стороны магнитной бури у нас есть настоящий, а не расчетный пример. 13 марта 1989 года энергосистема Квебека сложилась за 90 секунд. 21 гигаватт мощности ушел разом. 6 миллионов человек остались без света и отопления на 9 часов. В марте. Главная проблема не в самом отключении, а в железе. Крупные силовые трансформаторы делают несколько заводов в мире, везут их специальными железнодорожными платформами, и срок замены одного такого агрегата измеряется месяцами, иногда годом с лишним. Если из строя выйдет не один, а сотня, очередь выстроится на годы. Квебек тогда сделал выводы и вложился в защиту. Поставил компенсирующие устройства, поднял пороги срабатывания, переписал регламенты. Считается, что бурю 1989 года эта сеть сегодня выдержала бы. Проблема в том, что усилились не все. Осенью 2003-го серия бурь оставила без света часть шведского города Мальмё и повредила трансформаторы в Южной Африке, причем часть повреждений вылезла не сразу, а через месяцы. Наведенные токи греют обмотку изнутри и укорачивают жизнь железу молча. Подводные кабели уязвимы иначе, чем принято думать. Само оптоволокно наведенным током безразлично, стекло их просто не проводит. Но каждые 50 или 150 километров на кабеле стоит повторитель, который усиливает сигнал, и питается вся эта цепочка по медному проводнику вдоль кабеля. Проводник длиной в 1000 километров работает как антенна. Достаточно сжечь один повторитель, чтобы линия целиком стала мертвой. Хуже всего дело у самых длинных и самых северных трансатлантических трасс.
Насколько тонкая тут настройка, показал февраль 2022. Компания запустила 49 спутников Starlink на низкую промежуточную орбиту, около 210 километров. В те дни шла магнитная буря, которую синоптики оценили как слабую. Верхняя атмосфера от нее нагрелась и разбухла, плотность на этой высоте выросла, сопротивление подскочило примерно наполовину, и 38 аппаратов из 49 не смогли подняться выше и сгорели. Слабая буря. 38 спутников. Авиация сталкивается с этим уже сейчас, только в мягком виде. Когда идет протонный шторм, над полюсами пропадает коротковолновая связь, а спутниковая навигация начинает врать, и рейсы через полярные широты разворачивают на южные маршруты. Это происходит по несколько раз за солнечный цикл и стоит авиакомпаниям лишнего топлива и часов. Событие класса Мияки отличается от привычного шторма не характером, а множителем. Возвращаюсь к вопросу из начала. Свет вспышки доходит до нас за 8 минут. И в этот же момент ее видят рентгеновские приборы на спутниках. Самые быстрые протоны, разогнанные почти до световой скорости, приходят через 10 или 30 минут после вспышки. Основная масса частиц ложится в ближайшие часы. Плазменное облако, то самое, которое валит энергосети, тащится от суток до 4. В 89-м оно шло около 55 часов, и это считается быстрым. Получается, что предупреждений 2, и они разной длины. Та половина удара, которая оставляет метку в древесине и опасна для экипажей и электроники, приходит практически вместе с новостью о вспышке. Отключить в это окно ничего планетарного нельзя. Вторая половина, магнитная, дает сутки или двое, а последние 15 или 60 минут перед ударом измеряет уже точно аппарат в 1,5 миллиона километров от Земли, который облако проходит первым. В эти сутки успевают многое. Увести экипаж в защищенный отсек, развернуть полярные рейсы южнее, перевести спутники в безопасный режим, отключить самые уязвимые узлы сети. Не успевают ровно одного – выключить планету целиком. Впрочем, выключать планету целиком никто и не собирался. Это сюжет из кино, а не из инструкций диспетчеров. Незакрытым остается другое. В той самой работе про дозы прямо сказано, что события класса Мияки до сих пор не заложены в стандартные модели радиационных рисков для экипажей. Не потому, что их считают безобидными, а потому, что они редкие, и их долго не с чем было сравнивать. Полеты за пределы магнитосферы при этом уже планируются, и защита корабля рассчитывается по тем событиям, которые видели приборы, а не по тем, которые видели деревья. Если у вас есть 30 минут форы и один рычаг, что вы дернете первым? Энергосеть, спутники или полярные рейсы? Напишите в комментариях, мне правда интересно, как это делят люди со стороны. А если вам нравится, когда красивую версию проверяют на прочность, и она иногда не выдерживает, подписывайтесь, тут этим и занимаются.